Почему-то не записался звук. Мы ночевали на краю вспаханного поля возле нашей дороги на Турин, там, где закончились миланские пригороды. Sì, faccio. Ну вот совсем другие ощущения, когда на маленькой дороге. Подобрали, я не знаю, в течение 5 минут. Едем на какой-то старенькой машине очень медленно. Женщина везет сына в школу в другой город за 20 километров. Очень приятно. Не надо часами ждать. Шикарно. Я доволен. По чуть-чуть будем продвигаться. Вон даже Антон подтверждает, что совершенно другие ощущения. И стопить на маленькой дороге лучше, и ехать потом интереснее. Женщина ни слова не понимает по-английски. Но там, правда, сын с помощью Google переводчика пытался что перевести. Я им говорю, на въезде в ваш городок остановите возле Макдональдса. Да, не поняли, Макдональдс, есть такое. Окей. И тут они въезжают в город за один перекресток раньше. Я говорю, в смысле, мы же в Макдональдс договаривались. Так нет, я же в школу его везу. Мне дорога там на Мартару не надо. Ладно, а куда же вы там едете в этот город, чтобы вы нас далеко не увезли в противоположном направлении? Разобрались, в общем, но все равно приходится 1,5 километра до дорожки, до дороги в следующий город выйти. Виджевано. Счастье в жизни — это когда вот такие места для стопа. Поверьте мне. Сегодня, оказывается, день kindness. Это как? Не знаю, благодарение или, делать добро какое-то очевидное. Это мне водитель, женщина, сказала. Мы простояли 10 секунд на дороге и нас подобрали. Что-то нас сегодня везут одни женщины. 3-я уже машина чуть-чуть провезла до нужного перекрестка. И сейчас напрямик на Турин по каким-то не очень основным дорогам. Посмотрим, насколько она основная, не основная. Главное, долго не ждем, машин валом, люди хорошие, мне нравится. Все так помогают. Я недорассказал, что 3-я машина, эта предыдущая, вообще задом сдавала несколько десятков метров, чтобы нас подобрать. То ладно. А сейчас 4-я машина, опять женщина за рулем, 4-я подряд. Правда, с ней муж был. Да, так они из Перу. Немножко по-испански поговорили. И в конце... они нас подвезли дальше, чем им нужно было, это, естественно, и дали огромный кулек печенья. Сейчас будем кушать. И ловить 5-ю. Мы такими дебрями сегодня едем, кругами, потому что прямой дороги активной нету. Неожиданно из Милана в Турин дорога по такой глуши пошла. Это мы так поехали. Неожиданно. Ничего нету. Редкие машины проезжают. Как в Словакии мы сидели, ждали в глуши. Где еще мы ждали? В Австрии. Тоже мы сидели, ждали в глуши. Пустота. А мне, кстати, нравится. По сравнению с автобаном шикарно. «15 километров, мы снова в цивилизации». Надо выглядеть прилично.
До обеда, до 12 часов дня уже проехали 75 километров на 5 машинах. Последняя привезла нас из глухомани опять в цивилизацию. 15 километров. Сейчас продолжать будем. Все идет сегодня очень хорошо. Я доволен. Вообще так настроение зависит от того, везут тебя, не везут, насколько успешно ты продвигаешься. Такие перепады. Офигеть, какая уже 6-я машина. Сразу остановила. Ну я не знаю, там мы стояли 4 минуты. Так она не просто везет в следующий город. Она везет на выход из следующего города. И нам не нужно ходить через город. Вот мы сейчас 50 метров проходим, и шикарнейшая остановка. У нас дальше городок Асти и потом Торино. Турин. Юху! Держи двумя руками, держи, и чтобы пальцы не видны были. Остановился полицейский, ну на машине. У него написано «Карабинери» на форме. Говорит, не, я не еду в Асти, я всего лишь 1 километр еду, но я вам советую что-то там пройти 1 километр до железнодорожной станции. Я говорю, да нет, ну мы автостопщики. Он говорит, это опасно. Откуда вы? Я говорю, мы из Украины. Для нас ничего не может быть опасным. To Alessandria. Yes, no problem. Yes. From here to Alessandria, I drove him the opposite way. Yes. Подкрепляемся печенькой, потому что супермаркет как-то не попался у нас на пути. Нам попала 7-я машина. Классный парень Марцин из Уругвая. Ну, он давно приехал из Уругвая, 23 года назад, что ли. Рассказывал, почему ему нравится Италия, что он себя чувствует тут как дома, друзей нашел. Ну, у него семья, 2 детей. Так что нас сегодня и Латинская, и Южная Америка подвозят. Ребята из Перу и вот из Уругвая. Но мы на полпути к Асти, город такой перед Торино. Продолжаем. 7 машин уже есть. What is your name? Mustafa, Morocco. Yeah. Grazie. Dito. Сегодня весь мир нам помогает. Уже была пара из Перу, парень из Уругвая. И сейчас мужчина из Марокко. Ну, в смысле, они когда-то из этих стран приехали в Италию, живут уже тут долго. Он провез нас через весь город, хотя ему не нужно было. Вывез на край города, теперь нам в Торино ехать. Вот только сейчас посмотрю, здесь прям будем стопить. Или все-таки, наверное, надо пройти чуть-чуть еще. Вот подзастряли перед Торино. В городе Асти, за 50 километров перед Торино. Стоим вроде в отличном месте. За нами развилка. Есть обычная дорога на Торино, а есть автобан, выезд на автобан. То есть вроде как все машины, которые перед нами проезжают, они в Торино едут. Или по автобану, или по обычной дороге. Но, блин, мы стоим, а они не останавливаются. И даже вот реагируют плохо. Это проклятие автобана или что? И вот есть такое нелогичное желание зайти за развилку, чтобы там только вот эти вот машины были, которые по обычной дороге едут. Или я не знаю, что на них
влияет. Вот идти за развилку или не идти? Вроде бы это нелогично. А тут не останавливают. Какие-то все напряженные. Ну, один парень, если честно, останавливался уже. Но он предлагал в Милан ехать. Но нам не надо. Без 25 начинаются сумерки. Ну, в смысле, не знаю, сумерки, начинает темнеть. 9 машин мы сегодня сделали. Долго стояли в Асти, город такой. Час в одном месте, потом сделали нелогичное решение. Перешли в другое место, где меньший поток машин. И там нас подобрал мужчина. Провез, наверное, километров 7. И он вез уже нас дальше своего дома. Говорит, давайте я вас еще километра 4-5 могу провести. Но я увидел хорошее место, ну, здесь вот рядом с дорогой для стопа на завтра. А с другой стороны дороги какие-то заросли, кусты, деревья. Наверное, мы пойдем уже отдыхать. Сегодня был такой удачный день, мне понравилось, я бы продолжал, но уже темнеет. Второй день подряд воду набираю просто у дороги, вижу мастерскую. Вчера это была ручная помывка машин, а сейчас какая-то мастерская СТОшная. Просто зашел, попросил набрать бутылки, без проблем. Дорожка. Даже лесок, не просто лесополоса, а прям широкий лесок, 50 метров. Боже, как мы будем сегодня палить костер, отдыхать. Какое счастье. Перфекто. Привет, Тоша. Привет. Тебе нравится наш поход? Да. А что тебе нравится в походе? Больше всего нравится быть в природе. Почему тебе нравится на природе быть? Ну, мне бывает интересно животных смотреть. А каких ты тут видел? Ну, косулю видел. Косуль. Угу. И зайцев тоже видел. И птиц Угу. тоже. Что-то еще нравится в нашем путешествии? Ну, да, нравилось пить чай или кушать рис и смотреть на костер. Классно. На машинах нравится ездить? Немножко, ну, есть такое. А почему нравится? Что здесь интересно? Бывают необычные люди и бывают разные машины из любой страны. Вчера у нас история не закончилась. Мы сюда приехали, разложились. Я собрался готовить еду и обнаружил, что мы же не купили вчера рис и бананы. Дело в том, что мы вчера без обеда, потому что автостоп шел хорошо, и как-то на дороге не появлялись магазины, не попадались. А нас водители из Перу угостили 1,5-килограммовым пакетом печенья. Вот мы его и ели целый день. Ну, я посмотрел по карте, где ближайший магазин, в 900 метрах. Пошел туда, только выхожу из леска. Полицейская машина ко мне подруливает.
Начинают расспрашивать, что ты, кто ты, а документы есть. Ну, типа, ну, говорю, да, вот мы путешествуем автостопом. Вот там вот в 100 метрах решили заночевать. Я говорю, а что, ну, вот, ну, да, они говорят, ну, там нормальный попался полицейский, по-английски с ним говорили. Он говорит, ну, давай посмотрим, пойдем посмотрим. Я говорю, а это вообще необходимо? Я какую-то проблему создаю? Он говорит, нет, никакой проблемы, просто человек, который работает тут в мастерской, позвонил 112 в полицию, что типа кто-то неизвестный попросил воды. Ну и мы должны отреагировать, говорит полицейский. Ну, пока шли, я ему объяснил, кто мы такие, почему мы путешествуем. Он подошел, посмотрел документы наши, все в порядке. Вот, и говорит такой, ну тут опасно ночевать. Я говорю, что опаснее, чем в Украине? Он такой, ну, говорит, если будут какие-то проблемы, звоните 112 в полицию. Ну и все, я сбегал в магазин, купил еды. Мы разожгли большой костер. Сегодня самая теплая ночь, самое теплое утро за все время. Хотя день пасмурный и вчера, и сегодня. Здесь вон листья, 10 сантиметров слой листьев. Можно было в носках ходить. Мягко и сухо. Немножко посидели на земле перед костром. Классный вечер, отдохнули. Вчера мы проехали 135 километров на 9 машинах. В принципе, это практически такое же расстояние, как по автобану с Милана до Торино, которое мы пытались преодолеть позавчера, и так ничего у нас не получилось. Так что, если в следующий раз я скажу, что собираюсь ехать по автобану, вы скажете, Саша, ты что, с ума сошел, что ли? Помните, я говорил, что нас Тесла подвезла? Ну, тут еще вот двухместная машинка такая. Я даже не знаю, как называется. Saab. В общем, Антон сидит на заднем сидении. Не, ну не двухместная. Да, приятный водитель. Немножко нас подвозят, как обычно. Ну что же, первая у нас сегодня машина есть. Я какой-то сонный. Не могу развеселиться. Ну, до Торино осталось километров, может быть, 20. Ciao. Say ciao. Ciao. Hello. Hello, ciao, ciao. E niente, ci siamo. Mamma mia, e sono già arrivati in questa zona? Sì. Hanno fatto tutto il nostro stop. Ma cioè per divertimento? Per andare via dall'Ucraina, Eli. Ok, Sì. perfetto. Ну что же, мы в Торино, возле стадиона Ювентуса, Инальпи. Правда, мы не можем его посмотреть, потому что здесь финал по теннису проходит. И пускают только тех, кто с билетами. Вот. А мы сюда попали как? Подвез нас мужчина, владелец винодельни, который является спонсором этого финала по теннису. Или вообще этого турнира по теннису. Вот странные люди встречаются во время автостопа. Дал мне свою карточку, говорит, если что, обращайся. У меня уже такие контакты в 3 разных кругах. Будем считать, что это в бизнес-кругах у меня контакты. Еще у меня есть контакты в политических кругах. Одна женщина меня подвозила в Австрии и говорит, у меня там экс-муж или, в общем, короче, большие контакты. Если у тебя будут проблемы с полицией, обращайся. Ну и еще у меня контакты есть, крыша есть среди марокканских выходцев из Марокко, простых работяг. Если что, они тоже за меня вступятся.
Здравствуй, магазин зеленых бананов. А не, сегодня они желтые. Узнаем на своей шкуре, как работает общественный транспорт в Турине. И по первому разу это волнительно. Очень отзывчивые люди. Подхожу к кому-нибудь спрашивать там маршрут или еще чего-нибудь. Сразу несколько прислушиваются, и можно еще кому-то задать вопрос. Захотелось в туалет, Макдональдса рядом нету. Зашли в ближайшую кафешечку Риволи Кебаб. Ну, на выходе там продавец или кто он там улыбнулся. Все нормально. Можно пользоваться благами цивилизации. Я не думал, что так тяжело будет покинуть Турин на этом общественном транспорте. То ждешь его, пытаешься понять, с какой остановки, с пересадками. Мы еще не добрались. Ну, уже близко. Уже, в принципе, и ногами можно, но не, ждем еще один вариант. Тут у нас наш билет уже оплачен, поэтому поедем. Подошла женщина, ну такая уже в возрасте, и говорит, спрашивает, а сколько вы здесь уже стопите? Я говорю, да ну 10 секунд только на автобусе приехали. Она говорит, ну просто я тоже собиралась тут стопить. Типа она живет в соседнем городке в 7 километрах, куда мы как раз тоже собираемся доехать сегодня. Говорит, я оставила машину там, потому что ездила в Турин на общественном транспорте, я так понял. Короче, ну и пошла дальше, типа, потому что 3 человека стопить в одном месте это плохо. Невозможно. И она куда-то пошагала дальше. Ну, боевые тетеньки бывают. Итак, официально заявляю, что лучшие водители в Италии. Вообще, ну не ждали на той остановке, что я говорил. Молодая женщина остановилась, подвезла куда надо. Я спросил, почему она остановилась. Для нее нормально подвозить попутчиков? Говорит, нет, я никогда этого не делала. Такие дела. Все, мы, значит, отдыхаем в Макдональдсе. А тут уже такие горы начинаются. На вот эту камеру не будет, ни черта видно. Очень красиво. Какие-то церкви на вершинах стоят. Наверное, с завтрашнего дня буду снимать.